Здравствуйте, уважаемые слушающие и смотрящие. Снова мы с вами в строю. И сегодня у нас дубль-обзор. Обзор на ЦАП Hi-Fi Audio HipDAC 3. Я уже делал на него обзор, уже выложил. И у меня были к данному устройству претензии. Особенно, что касается по низким частотам. У него действительно шли искажения на высокой амплитуде. И у меня в комментариях люди сказали, что есть у данного устройства так называемый оптимизатор выходного сигнала относительно чувствительности наушников. Вот этот E-Match. В общем-то, был он переключен на 4,5. И, собственно, с этого разъема я и слушал. И да. На Металлике, на Deep Purple, на Massive Attack с низкими творилось что-то какое-то безобразие. Соответственно, отключил я этот режим в режим OFF. И все стало очень даже приемлемо и хорошо. Поэтому однозначно спасибо. Спасибо комментатору, который мне на это указал. И теперь по звуку. Опять же, в выключенном режиме. Честно говоря, не знаю, почему его сделали. Очень как-то странно начинает звучать. Может быть, там каких-нибудь для высокочувствительных арматур. Может быть, что-то такое. Но оптимизация такая точно нам не нужна. Поехали. Майлз Дэвис, Blue and Green. Контрабас солидно. Мегабас не включал, соответственно, вот клавиша, которая там бас прибавляет. Здесь, да, вот X-бас, так называемый. И, честно говоря, нигде его не включал, потому что нужды не было. По низким везде солидно. Да. Так, мегабас не прибавлял, но солиден. Контрабас солиден, массивно, внушительно. Труба, что приятно, металлическая. Однозначно порадовала. А вот фортепиано как-то мутит несколько. Мутненький так звук идет, но ладно. Щеточки с не совсем уж совсем глубокими тонкостями, но хорошо проявлены и не ярчат. А вот саксофон все-таки вечерит. Вернее, его низкая часть вечерит. Но сама середина достаточно яркая. Может быть, даже употреблю слово крикливая. Но контрабас солидно, да. Майкл Джексон, Билли Джин. Да, не напорист и не рыхл. Очень хорошо. Малый барабан знатно вбивает воздух в ухо, упруго и сухо. Маракасы в самые глубокие тонкости не ныряют, но звучит естественно. Голос Майкла ничуть не просажен, даже скажу, очень активен, но никаких сибилянтов. Но в то же самое время какой-то сокровенным его тоже не назову. Уверенно и хорошо отзвучал трек. Deep Purple, дым над водой. Гитара мрачно, даже темновато. Такой может, в общем-то, даже и понравиться. Бас-гитара как надо, упруго и массив есть. Хорошо. Голос достаточно насыщенно, но без особой эмоциональности. А вот электронный орган скромней. Тарелочки ясно, четко, но в остроту не уходят. Малый барабан упруго, мощно. Ну, это уже я ждал. Впечатлительно отрабатывает. Да, бочка на финале вполне уверенно. И это без, опять же, X-баса, да, X-баса. Так, и точно его не хотелось прибавить. Вполне хватало. Бах, концерт для скрипки с клавесином. Аккомпанирующие скрипки отзвучали как-то вроде и без крика. Но, наверное, фраза «ничего особенного» тоже подойдет. Хотя, нет, немного даже покрикивали. Солирующая лучше, выразительней, но холодка в голосе все-таки не хватает. Да, все же подкрикивает. Клавесин строго на аккомпанементе. И все же скромен даже. Что есть, то есть. Так, по высоким даже, наверное, подойдет фраза «брутально». И серединка как-то брутально звучит, но это гораздо лучше, чем в режиме оптимизации. Да. Металлика, Интерсендман. Да, по низким упруго и мощно. Зачет. Гитара, опять же, масштабно, несколько мрачно, но напар ЦАП дает очень хорошо на гитарах.
Голос достаточно зло и брутально. По высоким все под контролем, ну, по тарелочкам. Все-таки брутальная, да, подача. Кровь из ушей не пускает. Но кровь из ушей не пускает, да. Так, и это хорошо. Однозначно ЦАП для такой музыки заходит. Да, как-то размашисто звучит, разудало, но это и хорошо. Диалог, кстати, и ухмылка. Замечательно. Очень понравилось. Massive Attack Protection. Вот здесь в режиме оптимизации было на прошлом обзоре совсем все было плохо. Но здесь все чудесным образом изменилось. Так, Massive Attack Protection. Электронный низ. Душевно, с оттягом. Узнаю ранние версии. Соответственно, Orange и Hipdak 1. Там тоже по низким было все очень даже. Респект. А вот женский голос лучше мужских. Как-то глубоко женский голос звучит и не фуфтит. Часто бывает, что акцент на высоких как-то вот фуфтящий какой-то звук. Такой сибилянтами, конечно, не назову, но что-то близкое, да. Высокие хорошо обозначены, но не острят. Хорошо. Грик. Пещере Горного Короля. Да, вступление однозначно за басовой струнной группой. Духовые тоже больше в низкой части звучат. По сцене все же не могу сказать, что ее нет, но как-то так себе, да. Все-таки больше слышатся так инструменты, чем объем зала. Высокие частоты практически не слышны. Ну, здесь они выражены, как оркестранты там шелестят партитурами, как-то мебель там задевают инструментами. Здесь этого, ну, вообще даже прислушивался, что-то там угадывается, но очень слабо. Так, брутальная подача, да, здесь для брутальной подачи, при брутальной подаче, да, вот так правильно будет сказать, не хватило, то есть вот этих тонких звуков. Пицциката все же гладко, не в смерть, но четко заметно, что не щелчок. Кульминация, под сенью литавр, и заметно. Но также отмечу, что и среднечастотный диапазон отзвучал не убого. Да, размашисто, разудало, но, как и должны звучать пляски не совсем человеческих подданных Его Величества Горного Короля. Да, без тонкостей, но разудало. Заключение, что сказать по ЦАПу? Да, по сумме там стоит 25 тысяч рублей, там у него слушал, разумеется, 4.4 по балансу, да, на 600 Сенхайзерах. Тут, в общем-то, все как обычно. По низким везде напористо, солидно, мощно. Серединка уже неоднозначна, она вот именно на самой серединке хорошо представлена. Но если брать низкую серединку, как-то она вот ее гладит все-таки. Гладит. Это было вот на фортепиано заметно. Гитара все-таки как-то более такой ревущий у них звук был. А вот женский вокал очень даже хорошо отзвучал. Скрипки немного криковато. Да. Но нельзя сказать, что вот прям совсем V-образный. Такое все-таки не скажу. По высоким несколько брутально их подает. То есть совсем глубокие тонкости не ныряет, но везде они присутствуют. Поэтому, в общем-то, в этом отношении вот среднечастотный диапазон здесь все-таки реализован поинтереснее, чем у собратьев у него. Там четко амплитуда просажена на серединке, здесь она есть. Но при этом и низ никуда не потерялся, все активно и напористо. Ладно, всем спасибо за внимание. Извините, кто посмотрел первый обзор, все-таки как-то вот с этим режимом я не доглядел. Все, до новых встреч, ура!